девочка выросла рядом с гориллами, которых затем выпустили в джунгли. Через 12 лет девушка решила найти этих горилл в джунглях, и тогда произошло что-то шокирующее. В туманный весенний день в заповеднике для диких животных Хоуэлдс в Англии Танси Аспинал проснулась от громких звуков пения птиц и свежего запаха утренней прохлады. Единственная дочь Дамиена Аспинала, известного защитника окружающей среды, Танси с детства жила в окружении диких животных, которые большинство людей видели лишь в зоопарках и по телевизору. С раннего возраста Танси была окружена гориллами, которые жили в заповеднике. Сюда попадали больные или раненые животные, а также детеныши, оставшиеся по какой-то причине без родителей. После восстановления и реабилитации Дамиан стремился выпускать всех диких животных обратно на волю. Он также был уверен, что создание связи между людьми и животными с самого детства может воспитать новое поколение страстных защитников природы. Так две западные равнинные гориллы, Джалта и Бимс, стали постоянными спутниками Танси. Эти внушительные создания, несмотря на свои размеры и мощь, были нежными и заботливыми, когда дело касалось маленькой Танси. Девочка даже научилась ходить под присмотром Джалты, который подставлял свою лапу, чтобы помочь ей удержать равновесие. Бимс также был ее другом и напарником по играм, и они часто бегали вместе по траве, наполняя воздух громким смехом и радостными возгласами. Такое гармоничное сосуществование девочки и горилл было возможно под тщательным присмотром сотрудников заповедника и самого Дамиена, который снимал на видеокамеру общение своей дочери и горилл, чтобы показать людям, что дикие животные абсолютно безопасны, если проявлять к ним заботу и доброту. На свой 5-й день рождения Танси получила от отца ожерелье с кулоном в форме гориллы, символизирующее ее страстную привязанность к лохматым друзьям и к важной миссии по охране природы. В тот день Дамиен сказал дочке: «Ты мост между нашими мирами. Гориллы принимают тебя как одну из своих, и это не только драгоценный дар, но и большая ответственность». Эти ранние годы жизни Танси были наполнены глубоким смыслом и безмерной любовью к животным. Она росла, зная, что каждый момент рядом с Джалтой и Бимсом был важным уроком жизни, учившим ее уважению, заботе и взаимосвязанности всех существ на нашей планете. Однако однажды для Танси наступил очень грустный день, когда ей предстояло расстаться со своими друзьями-гориллами. Приматам нужно было вернуться в дикую природу, чтобы присоединиться к своим сородичам и способствовать сохранению своего вида. Это прощание стало одним из самых сложных и драматичных моментов в жизни девушки. С возрастом Танси начала понимать сложность работы своего отца и важные цели фонда по защите дикой природы, который он возглавлял. Она знала, что дни игр с Джалта и Бимсом не продлятся вечно, и что они прежде всего представители своего вида, которые должны жить в джунглях. Танси было 11 лет, когда она услышала долгие обсуждения среди защитников природы, биологов и ее отца. Они готовили Джалту и Бимса к возвращению в дикую природу и обговаривали все детали. Для Танси, хотя она и гордилась значительной ролью, которую сыграют ее друзья в сохранении своего вида, все происходящее казалось очень печальным. В день перевозки горилл в заповеднике царила настоящая суматоха. Транспортные клетки для приматов были загружены и тщательно проверены. Танси ни на шаг не отходила от Джалта и Бимса, постоянно разговаривая с ней. «Вы едете домой, туда, где вы сможете быть по-настоящему свободными, там, где вам и место», — прошептала она. Джалта нежно гладил девочку по голове, как будто понимая важность момента. Прощание было очень эмоциональным. Это была трогательная смесь слез и улыбок. Убежденная в правильности решения отца, Танси махала рукой своим друзьям до тех пор, пока грузовики не исчезли из виду, унося с собой значительную часть ее сердца. Последующие годы стали для Танси временем роста и обучения. Она погрузилась в изучение охраны природы, твердо решив продолжить наследие семьи. Однако тоска по друзьям, гориллам, никогда не покидала ее, и надежда на встречу с ними снова горела в ее сердце,
как неугасимый огонь. В возрасте 23 лет, движимая ностальгией и желанием убедиться в успешном возвращении Джалты и Бимса в дикую природу, Танси организовала экспедицию в отдаленное место в джунглях, где их выпустили на свободу. Вместе с группой документалистов и биологов девушка отправилась в путь. После долгого путешествия команда наконец добралась до места, оказавшись прямо посреди тропических джунглей. Каждый запах и звук вокруг напоминали Танси о ее далеком детстве. В следующие дни люди провели в упорных поисках горилл с помощью радиометок. И вот в дождливый полдень, когда они шли по джунглям, какое-то движение в густой растительности привлекло внимание людей. Сердца забились быстрее, видеокамеры были наготове, а все взгляды были устремлены на Танси. Казалось, что до долгожданной встречи оставались считанные минуты. Тропический воздух, пропитанный влагой и самыми удивительными ароматами, окружал путников, когда они медленно и осторожно продвигались вперед. Каждый звук вокруг казался очень громким и отчетливым. Танси, возглавлявшая группу, понимала, что она не остановится, пока не достигнет своей цели. Глаза девушки внимательно исследовали окружающее пространство, пытаясь уловить малейшее движение. Часы тянулись очень медленно, а солнце ярко сияло прямо над головами уставших путников. Местный проводник, мужчина по имени Кинай, дал знак всем замолчать. Люди вошли в зону, где недавно видели стаю горилл, среди которых, возможно, были Джалта и Бимс. Танси ощущала смесь возбуждения и нервозности. Она знала, что гориллы могли значительно измениться после стольких лет, проведенных в джунглях. Они больше не были молодыми животными, играющими в заповеднике. Теперь они наверняка были лидерами своих групп, дикими и хорошо приспособленными к суровым условиям. Внезапно Икинай остановился и указал на густые заросли, откуда доносились низкие звуки и можно было различить какое-то движение. Сердце Танси заколотилось еще чаще. Она затаила дыхание, держа видеокамеру наготове. Кусты поблизости зашевелились, и вдруг оттуда появилась огромная горилла. Танси понадобилось всего несколько секунд, чтобы по взгляду и позе животного узнать в нем Бимса. Он остановился и посмотрел прямо на Танси. Их глаза встретились, и на мгновение мир вокруг двоих словно растворился. Танси не могла сказать, узнал ли Бимс ее или он просто с любопытством смотрел на людей. Горилла сделала шаг вперед. Танси чувствовала напряжение среди членов команды, осознавая потенциальную опасность, которую представляла взрослая горилла. Надеясь, что животное ее узнает, девушка сделала шаг вперед и негромко сказала: «Бимс, привет. Это я, Танси». Голос девушки дрожал, но горилла точно услышала ее. Животное наклонило голову, наблюдая за загадочной гостьей. Группа затаила дыхание, наблюдая за молчаливым обменом взглядами между человеком и диким животным. После напряженного момента Бимс издал низкий звук, и Танси тут же почувствовала, что он тоже ее узнал. И Кинай прошептал группе оставаться спокойными и не делать резких движений. Бимс сделал шаг вперед и, наконец, расслабился. Танси надеялась, что теперь горилла не представляет ни для кого опасности. Она сделала еще один шаг, и Бимс также подошел ближе. Танси ощутила волну радости и облегчения. Напряжение между ними полностью исчезло, и Бимс издал низкие звуки, сильно напоминающие те, что он издавал в детстве. Бимс остановился в нескольких шагах от Танси и протянул ей свою лапу, слегка коснувшись девушки. Танси преодолела страх и коснулась в ответ его лапы. На ее лице появилась улыбка, а в глазах блестели слезы. Бимс, удивляя всех людей вокруг, осторожно, но очень нежно обнял Танси. Девушка в ответ также обняла гориллу, чувствуя волну нахлынувших на нее эмоций. Долгожданная встреча была даже более трогательной, чем она себе представляла. Документалисты снимали каждый кадр воссоединения гориллы и девушки, осознавая редкость и красоту происходящего. Танси и Бимс стояли, обнявшись, очень долго. Это было удивительное воссоединение, преодолевающее барьеры между видами, а связь
возникшая между человеком и гориллой 12 лет назад, до сих пор ничуть не ослабла. После эмоциональной встречи Танси провела несколько часов, наблюдая за Бимсом и его группой в джунглях. Люди держались на расстоянии от горилл, чтобы не нервировать их своим присутствием. Однако для всех было очевидно, что Бимс стал уважаемым лидером среди своего вида и нежно заботился о своей семье. Наблюдая за своим старым другом в естественной среде обитания, Танси обрела новое понимание важности работы по охране природы, начатой ее семьей. Это также было живое доказательство того, что усилия людей по возвращению диких животных в их естественную среду обитания могут увенчаться успехом. Когда наступил вечер, Танси поняла, что пришло время снова попрощаться. С тяжелым сердцем она подошла к Бимсу, зная, что они больше никогда не увидятся. Теперь не было слез, только чувство благодарности и удовлетворения. Девушка прошептала слова прощания, твердо пообещав продолжать дело, благодаря которому они стали настоящими друзьями. Бимс, казалось, понимал, что этот момент был прощальным. Ласково глянув и нежно коснувшись руки девушки, он вернулся к своей семье, навсегда скрывшись в джунглях. Танси вернулась в цивилизацию, унося с собой воспоминания о встрече и возродившуюся страсть к охране природы. Она решила следовать по стопам отца, стремясь к прекрасному будущему, где люди и животные смогут жить в гармонии. Это воссоединение, запечатленное на фотографиях и видео, стало символом удивительной связи между людьми и животными и убедительным свидетельством необходимости охраны окружающей среды.